Всем привет, ребятки! Привет! Вы на канале Своим ходом, с вами, как обычно, Виталий, Лизончик. Мы продолжаем свои выпуски с Сейшельских островов. И сегодня мы расскажем много всего интересного, в том числе, почему сюда не стоит ехать, что здесь такого плохого в этом раю. А еще в этом выпуске мы покажем знаменитые кокосы, которые растут только на этом острове. Это телочка, это мужик. Трам-пам-пам, в общем, будет интересно. А еще, друзья, если вы в комментариях напишите, на какой минуте и секунде находится кокос, похожий реально на птичку, тот вообще красавчиком будет. Погнали! Всем привет, ребята! Мы снова в бухте для подписчиков. В этой бухте мы пишем имена самых активных зрителей. Вы пишете много комментариев, много лайков. Мы в каждом выпуске пишем вас на песке. И сейчас новое имя будет. Юлия Карпиченко. Юлия Карпиченко. Юлия Кирпиченко, большое спасибо за активность. Не Кирпиченко. Не Кирпиченко, а как? Карпиченко. Я говорю Юлия Кирпиченко. Ты говоришь Кирпиченко. Ты так думаешь? Это она так думает. Не верь ей. Юлия Кирпиченко, в общем, большое спасибо за активность. Вот, ее не слушай, она неправильно говорит. Вы, ребята, продолжайте в том же духе, и мы обязательно вас напишем на песочке. Все. А мы продолжаем выпуск. И все, друзья, теперь с этого момента вы можете считать нас единственными блогерами, единственными туристами, которым удалось арендовать мотобайк на острове Маэ. Это хорошо, потому что это невозможно. Но еще самое невозможное, нам удалось этот байк, который мы арендовали на острове Маэ, переправить на пароме сюда, на остров Пролин. Короче, мы красавчики, и мы поехали вам показывать новые места. Да, мой фюрер? Мы приехали к парковке. Здесь начинается дорога на самый красивый пляж, который находится на этом острове. В общем, мы припарковали байк. Со стороны кажется, что вообще что-то странное. Какая-то остановка, никого нету, какой-то мусорный бак. Да, непонятно, и вход в лес. И сейчас нам идти 2 километра примерно. Фишка в том, что здесь есть отель, который находится там. Но чтобы через отель пробраться к пляжу, нужно заранее, за 3 дня, приходить на ресепшн и регистрироваться. В общем, мы забили огромный болтон и решили идти 2 километра гулять до пляжа. Нехило здесь такой подъемчик, но это очень красиво. Поднимаемся по каким-то песчаным холмам. Тут Лизончик сегодня в новом наряде, который мы купили в магазине. Еще на острове Маэ, кстати, как раз станок Корнислен. Здесь такие вот рукава, красивенько, очки новые, шляпочка розовая. Все стиль, модно. Как раз, чтобы в гору забраться, вспотеть, так сказать, освежить наряд. Мало того, что мы к пляжу двигаемся, так еще идем по такому живописному месту. Реально очень красиво. Открывается вид, первая такая типа смотровая, природная, на океан, бирюзовую воду. И видите, там соседние острова с белоснежными песчаными пляжами. Опять же, поднимаемся совершенно одни, вообще никого нету, никто сюда не ходит. На Сейшелах реально очень мало туристов. Видите, потока нет туристов, то есть, если был бы поток туристов огромный, все бы строили. Потоков нету, и как бы ничего не развивается, все как есть на своем месте, вот на этом релаксовом, так оно там и остается. Йо-массе, ребята! Обалдеть! В общем, здесь тоже очень много мест, где можно полазить, кому... Как и нам, не сидится на одном месте спокойно. Начинается уже спуск, по дороге просто открываются нереальные такие виды на бирюзовые бухты. Уже хочется поскорее туда спуститься. И вот здесь как раз таки у нас развилка началась, смотрите. То есть туда поворот на пляж Анс-Лацо, второй по красоте, 2,5 километра идти. А вот сюда Анс-Жоржет, куда мы держим путь, самый красивый пляж этого острова. О, стрелочка, мы на верном пути. Цвет воды просто нереальный, блин, такая синева океана. Фотошоп. О, обожаю эти камни здоровенные. Это значит, на них можно забраться и увидеть сверху всю красоту. Скалолаз в шлепках снова покорил одну из вершин. Мы сделали это, ребята. Добрались до пляжа самого красивого, который есть на этом острове Пролин. Называется он Анс-Жоржет. Вот он, белоснежный, маленький такой, находится в бухте в окружении гор и голубого синего океана. Кстати, первая отличительная черта от острова Маврикий, все-таки Сейшелы. Здесь очень много пляжей, но большинство из них, они в волнах. Везде есть волны, закачивает, заливает, поэтому будьте к этому готовы. Есть пляжи без волн, но пляжей с волнами здесь гораздо больше. Капец, мы все мокрущие просто насквозь. Осталось чуть-чуть, там реально человек 30 купается, и все они живут в отеле и не напрягаясь приходят на пляж. А мы, видите, какой путь сделали. Почти 2 километра мы прошли. Здесь, кстати, качелька такая есть, можно покататься с видом на бирюзовый океан. И вон там вдалеке такая синяя глубина просматривается. Пойдем скорее купаться. Я вообще весь насквозь мокрющий просто. Капец. Мне уже не нравится этот пляж, друзья. Тут написано, что опасно плавать. Давайте посмотрим. Ну, в общем-то, вот такой пляж. Очень много здесь людей. Посмотрите.
Человек как минимум 50 лежит, и пока что этот пляж, наверное, самый людный, на котором мы были на Сейшелах, реально. Столько людей на одном пляже я еще ни разу не видел. Но пляж клевый, бирюзовая вода, белый песочек, но только волны гигантские. Заходишь, прям прозрачная, как голубая. Единственное, волны мощные, поэтому Лиза не купается и меня снимает. Вообще отлично покупались на этом пляже, здесь очень мощный ветер. Лиза даже в воду не заходила, поэтому Лизе пляж вообще не понравился. Она ненавидит пляжи, когда мощные волны, а волны здесь реально мощнейшие. А мне пляж, наоборот, очень понравился, потому что волны мощные, я не люблю просто плавать, люблю, когда там накрывает, там замешивает. Еще бы доску от серфинга, и я бы здесь еще покатался. Пишите в комментариях, какие вам пляжи больше всего нравятся, которые с дикими волнами, как мне нравится. Или вы все-таки более любите, когда спокойное море, спокойный океан. Мне еще один пункт не понравился. Ну, догадайся, какой? Много людей? Да просто капец. Мы были на многих пляжах Сейшел, и там реально очень мало людей, 2-3 человека. Если сравнивать с пляжами, которые находятся в других странах, на острове Бали, где угодно, здесь в любом случае народу меньше, чем на всех других пляжах мира. Ну а теперь наша задача пробраться через отель обратно на дорогу, и потом там еще по дороге пройти примерно километр до нашего байка. Потому что обратно все это дело по горам ходить 2 километра, это как бы не очень прикольно по тем же самым местам. Здесь, видите, гольф-поле есть. Как только мы зашли на территорию отеля, который находится около ресепшена, сразу же нас остановил охранник и спросил, куда мы идем. Я сказала, что идем на пляж, он такой, окей. Вот это другое дело, друзья. Прямо с этим пляжем, на котором мы только что были, находится другой пляж, тоже принадлежащий этому отелю. Называется он Анскерлан. И здесь, я так понял, Лизе понравилось. Да. Потому что здесь маленькие волны, чистейшая водичка. И вот там находится какая-то шикарная бухта с бирюзовой водой прозрачной, в окружении камней. Там вообще нет волн. Сейчас мы покупаемся с Лизой. И все равно, вот как ни крути, а пляжи на Сейшелах для меня пока что самые красивые, самые безлюдные. Но атмосфера здесь, конечно, как на Мальдивах. Посмотрите, вот Лизончик одна, на фоне реально белоснежный пляж. Такие живописные зеленые виды, горы, пальмы. Вдаль уходящий океан, горы. Очень красиво, но очень мало людей. Никто сюда не доезжает, да. Все остаются на острове Маэ, а на остров Пролин вообще никто не едет. Но, в принципе, здесь на самом деле мне здесь не очень нравится на этом острове, потому что вот раз пляж хороший, да, и сейчас там пляж с волнами мне тоже понравился. Все остальные пляжи, когда вот на автобусе мы с вами проезжали, на байке ехали, как-то вот не заходит. Посмотрим, что нас ждет на следующем острове, который, говорят, самый красивый, и там самый фотографируемый пляж в мире находится, на острове Ладик. Скоро на него тоже отправимся на пароме. Здесь такой вообще мощный ветер, просто сдувающий. Смотрите, нас сдувает. А вот это место как раз-таки для нас. Классная штука вообще. Можно очень клево здесь полежать, прям с видом на пляж. Я присоединюсь к пацану. О, вообще ништяк. Так что вот это, ребята, называется, знаете, есть ход конем, а есть ход пупсаном. Ход пупсаном — это когда вы идете по горе, обходите вход в отель, который нельзя просто так попасть, потому что он дорогой, и вход только для гостей или для тех, кто заранее бронирует вход в отель за 3 дня минимум. То есть вы пишете в отель, на ресепшене регистрируетесь, через 3 дня вы можете сюда прийти в порядке очереди. А мы, видите, как ход пупсаном сделали, обходите отель, заходите на территорию отеля и все, здесь кайфуете. И пользуйтесь теми привилегиями, которыми пользуются гости отеля. Слушайте, а сам отель-то ничего. То есть пляж, если видрища, то отель очень клевый. Наверху, во-первых, ярус огромный с таким бассейном панорамным, на океан вид, шезлонги. Вот 2-й ярус, здесь тоже можно купаться. Прикольно замутили. И смотрите, здесь находится еще 1 ярус. То есть всего 3 яруса бассейна. Все уходящее с видом на океан. Единственный минус получается, здесь постоянно волны, постоянно ветер. Да, как-то так. А сама территория реально клевая. Так что так вот, ребята, мы пробрались как 2 шпиона и сняли для вас небольшой такой обзорчик этого места. Вообще мы в этот отель писали, чтобы типа, о, ребята, привет, там этот пиар-отдел. Типа, мы там блогеры, давайте вы нас пригласите. Хрен нас кто пригласил, но мы сами пробрались сюда.
тайком и незаметно. И вот, собственно, главные ворота. Смотрите, мы через них не входили, но мы из них выходим. Вот так называется отельчик. Засранцы не пустили нас. Пришлось сделать кругаля. Зато мы классно прошли по джунглям, по этим лесам, по горам. Были очень красивые Там виды. очень красиво. Посмотрели Я 2 пляжа. через отель идти. Меня Лизон того, что киданула жестоко. Смотрите, она села на остановке, короче, вот здесь вот, на автобусной. То есть вот здесь такое разветвление. Налево входит в отель, а мы когда на байке ехали, мы наверх туда поехали. Сейчас мне нужно примерно 500 метров наверх в гору, чтобы там свой байк забрать. А мы уже на байке. Спустился вниз. Эй, девушка, слушай, подвезти, эй. Садись, да, на первое сиденье. Представляете, он ждал полчаса автобус, чтобы доехать на гору. Да там долго идти. Да, Знаешь, да. подъем адский сейчас будет, просто капец. Заехали в одно из заведений, смотрите, как здесь питаются люди. То есть вы приходите, типа такая столовая, вам накладывают, что вы хотите. Можно вот ребрышки мясные, да, есть вот курочка, очень всякое разное мясо. Я вот взял себе рис. Рис, макароны, спагетти. То есть вот моя порция, сейчас ее взвесит, скажут, сколько стоить будет, смотрите. Вот она, 4 ножки там куриных и рис. Тэк-эвэй берут. Здесь кушать это нельзя, прям берете, вам упаковывают, идите домой кушайте. О, 150 за двоих получилось. А находится, смотрите, заведение прямо на выезде из города. Вот тут такие бургеры нарисованы. По маленький домик, заходите, вам все дело приготовят. Все, мы вернулись с пляжа, и смотрите, все, что взяли, вот, получилось очень клево. Целая тарелка риса, 150 рупий, у меня вот курочка. Вот эти вот, что это такое вообще? Ребрышки, да, реально очень вкусные. Четкие, да, такие? Жирненькие такие, огненные прям. Вкусняшка. Так что получается, чтобы бюджетно питаться на Сейшелах, первый вариант, вы покупаете все в магазине, дома готовите. Второй вариант в таких кафешках тейк-эвэевских. Приходите, берете с собой все это дело, запаковывают и кушаете дома. Так, мы продолжаем смотреть сериал. Уже у нас ужин наступил. У нас сосисочка, бомж-стаканчик, салатик, сосисочка. Как тебе, Зам, вкусненько? Четко, да? Просто отличный ужин. Как называется сериал, который смотрим? Хроники Шаннары. Хроники Шаннары, вообще клевый сериал. Про эльфов. Фантастика, про эльфов, гномов там всяких. Итак, вот здесь начинается уже вход в парк Вали-де-Ме. Заходим, сейчас билетики купим. Так, мы зашли внутрь парка. Билет стоит 350 рупий на человека. Для детей до 12 лет вход бесплатный. Нам дали вот такую карту, и здесь можно увидеть всех, кого мы должны здесь найти. Сегодня в большом количестве в этом парке мы будем наблюдать вот такие попки, растущие прямо на деревьях. Это настоящий кокос. Представляете, вот такой формы. Женский кокос. А мужской, он настолько на расхват, что сейчас он освободится, я вам покажу. А вот и мужской плод, смотрите, как он выглядит. Ого, он такой мягкий. Ну, реально похож на мужской. Короче, это мужской получается, да? Реально, как у мужиков. И женские. В этом парке очень много пешеходных маршрутов. Можно пойти налево, можно пойти направо. И больше всего мне нравится, что все это в окружении гигантских пальм. Я таких пальм вообще ни разу в жизни не видел. Как будто, вот знаете, какой-то остров, здесь живут огромные люди, великаны. И мы сейчас входим в поисках этих кокосов, которые только что нам Лиза показывала, в виде мужских попок, писек, там все дела. И хотим увидеть их прямо растущими на пальмах. Реально очень классное место. То есть мы, когда вы смотрели видео начала, да, нам почему-то остров не зашел. Как-то пляжи не очень. Но приезжают на остров Пролин для того, чтобы увидеть вот эти самые плоды кокосов, которые в виде женской попки и мужского. Ух! Представляете, ребят, реально, то есть кокосы, которые произрастают на этом острове, и только на этом острове на всей планете растут такие пальмы, и на этих пальмах произрастают, только вот взгляните на это. Это настоящий кокос. А смотрите, заднюю сторону. Смотрите, то есть это, смотри, ну вы поняли, что это похоже. Это передняя часть женщины, подожди, это женский половой орган, вы поняли, да? Переверни теперь. А это попа женщины, смотрите. Ну, в принципе, тоже похоже на переднюю часть немного, да? А это, ну, это видно, да, мужика. И то есть, смотрите, это и кокос, внутри и орех, и вот здесь есть молоко, вот в этом кокосе, да? А в этом есть молоко, не знаешь? Нет, это просто Это просто орех, да? Вообще невероятно. Короче, в парке просто на каждом шагу вот так вот останавливаемся. Стоит пальма, Лиза фоткает. И на вершине каждой пальмы вот эти огромные кокосы. Реально классное место. Заглядывайте в наш инстаграмчик, и там будут вот такие фоточки. А вот и мужской плод. Здесь все вот эти деревья, они сохранились с доисторических времен. То есть они настолько гигантские вот на этом острове. Вы нигде никогда в мире, наверное, не увидите таких пальм. Потому что мы были в многих странах Азии. И такого я еще ни разу не видел, чтобы были такие гигантские, огромные пальмы. И вот эти вот листья у них, знаете, как раньше в сказках, эти опахалы. То есть такие всякие принцы, короли, и их вот слуги их так этими ветками так вот это обмахивали, типа старый исторический кондиционер.
И ветки нереально гигантские. Такое ощущение, что вот именно их изображали. Мне, знаете, все время была мечта отправиться куда-нибудь назад в прошлое и посмотреть, как была устроена вообще планета Земля, как было, какая была природа. Такое ощущение, что реально попал куда-то в прошлое, не знаю, в 3000 лет до нашей эры. Когда были такие огромные гигантские деревья, летали драконы, динозавры. Первый раз вижу такой вид пальмы, нет ствола, и прямо сразу идут ветки, которые просто огромные, и уходят наверх. Но гуляя по парку, нужно быть осторожным, потому что вот идешь, вроде бы ничего не подозреваешь, а вот так вот наверх поднимаешь камеру и видишь огромного паука. Мы вернулись сначала, все-таки самое интересное было в самом начале, потому что эти кокосики можно подержать в руке, кстати, вот настоящий кокос, там внутри орех. Это попа, а это... Как думаете, куда лучше, сюда или туда? Как подходит? Не, прикольно вообще, представляете, природа вот так сделала, я еще в шоке. Природа создала реально вот похоже. И сюда школьники, которые вместе приходят, они когда видят вот эту женскую попку и женскую, очень смеются здесь. Не, прикольно. А он реально сетовый гибкий? Да. Аккуратно, не сломай. Похоже. Купили себе на память вот такой сувенир. Это кокос, не настоящий, кстати. Стоит 1330 рупий. Ну, очень клево смотрится, да? Да, очень клево. Поставим дома на полочку. Йоу, мы прибыли на новый пляж, называется Ансволберт, по-другому его еще называют Кока де Ор. Ну и днище. Ничего, пляж очень крутой. Какая-то помойка вообще. Хотя, смотрите, мы проехали дальше по пляжу, вышли в другой стране, буквально через 100 метров. И здесь, короче, тоже, смотрите, широкий пляж, но очень много почему-то тины. Может, потому что погода плохая испортилась. Но пляж такой очень длинный, видите, он так зигзагом туда улетает, такая бухта. Белый песчаный песочек и бирюзовая вода, там какие-то острова на горизонте. Клево, но почему-то грязно. Ну а с другой стороны, посмотрите, вроде бы клевое место. Просто что-то нам с погодой не повезло. Представьте, что весь вот этот вот ил, грязь, все это дело убрали. Пляж белоснежный, чистый, широкий. Атмосфера очень классная. And there is thousands of fishes, different colors. Короче, нас нормально этот чувак выцепил, который на пляже стоял, и мы с ним покупаем экскурсию. И, в общем, у нас там в отеле стоит 100 евро, прикиньте, вот 2 лодки, 2 острова, одну черепахи всякие, а у него 50 евро, мы сразу согласились. Короче, мы берем остров Курьоса и остров Сент-Пир, плюс барбекю, и для нас это будет стоить 50 евро. И если учесть, что мы сейчас находимся на Сейшелах, это вообще какая-то очень низкая цена. Ну, проверим, что у нас получится на этих островах. Мы сели прямо на берегу этого пляжа, и вот первый раз зашли в кафешку. Ни разу еще не ели в кафешке на Сейшелах. Ну, не знаю, потому что все время мы покупаем в магазине, дома готовим. Мы себе пиццу заказали. Смотрите, пицца вот Four Seasons 170 рупий стоит, в принципе, нормальная, адекватная цена для Сейшел тем более. Ну, вот паста средняя стоимость 180 рупий. Свежевыжатых соков здесь нет, есть только обычный. Мы взяли микс, 55 рупий стоит. Пицца вкусная, Лиза, нормально? Если честно, пицца так себе, бывало и повкуснее. Кокосики настолько сильно сидят в мозгах каждого жителя, каждого архитектора и каждого дизайнера, что они просто везде. Смотрите, обычные фонарные столбы. Но что это у нас внизу? Это же кокосик. А мы садимся на наш драндулетик и едем в горы. Такое прям чувство свободы, когда у тебя есть свой байк. Представляешь, мы с тобой на Сейшелах. Не на Маэ, а на Пролине. И мы на байке. Круто. Это просто бомба. Конечно, в горы наш байк вообще не разрывает кардан. Мы как забираемся. Но что это намного прикольнее, чем на машине кататься или на авто. О, Вася, слушай, как красиво тут. Ребята, меня высадили с байка. Тут такие горки адские. Фух. Забираемся куда-то, идем на гору Зимбабве. Как я и говорил, у него разорвало кардан. Мы едем на самую высокую точку острова, гора Зимбабве. Дорога не очень хорошая, но ехать можно по ней, и это очень прикольно. Смотрите, гора Зимбабве. Нельзя пройти, вот, закрывают ворота, туда нельзя проезжать и нельзя проходить. Нас обломали. Поэтому мы сейчас найдем лазейку, заберемся по камням. Мы тут байк припарковали. И покажу вам хотя бы хоть что-нибудь здесь видно вообще интересно. Бирюзовая лагуна. Ну, короче, не впечатляет вообще. Может даже сюда не ехать, время не тратить, потому что какое-то дно. Потому что когда мы были на острове Майя, на кресте, потом где крест был, там была красота.
Время немножко перекусить, ребятки. Смотрите, Костя сделал офигенный обед. Это супер, Вася, мощный бомж-стаканчик с бифом и 2 тоста. Снизу маслица, сверху сырочек купили в магазине. Очень вкусно. Попробуйте. Плохого не посоветую. Лежим, смотрим сериальчик. Так посмотрите, что Лиза сделала. Нехило, так я смотрю. Сосисочки, макарончики с сырочком. Я вот мороженое ем. Сериал называется «Хроники Шанары». И вот самое главное, Шанара сидит. Ну что требовалось доказать, друзья. Пляж Ансволберг. Мы что, приехали на следующий день. Раннее утро. Посмотрите, как красота. Белоснежный песочек. Мусора уже нет. Весь мусор туда убрали. И сам пляж, смотрите, он белоснежный. Классно. Солнышко светит, широкий. И очень мне нравится цвет воды. Бирюзовая, прозрачная. И видите, с утра нет волн. Гладкая такая водичка. Купаться. Самое то время, наслаждение. И мы сейчас уже поедем на экскурсию, потому что наступил новый день. Но об этой экскурсии вы узнаете в следующем выпуске. Поэтому, ребят, сейчас ставим жирненький лайкосик, подписываемся на канал, пишем комментарии. Мы всех обнимаем, целуем, любим. И говорим до встречи уже вон на тех островах. Там будет остров Курьез. Мы взяли экскурсию и в следующем выпуске все там покажем. Давайте, увидимся.